Вначале нам необходимо обвязать стельку. У меня вот такая стелька, которая уже в дырочках. В каждую дырочку я провязываю один столбик без накида. И так по кругу. Всего должно быть 86 столбиков без накида. После того, как я их обвяжу, я поставлю отметку на центральном столбике мыска и на центральном столбике пятки. Довязали до последнего столбика, сделали глухую петлю и спрятали нить на той стороне, которой не будет видно. Нить плотная у нас, синтетическая. Потом вовнутрь, немного позже, мы приклеим вот такую меховую стельку. Отсчитываем 22 петли от центральной петли мыска. Ставим тут метку, маркер. Это все делается с внешней стороны. Прикрепляем нить. И начинаем провязывать рельефный вогнутый столбик с накидом. Такими столбиками надо провязать первый ряд. Накид. Вводим сзади крючок. Захватываем нить. Вытягиваем. Вогнутый столбик с накидом. Вяжем их с внешней стороны подошвы. Вот эта подошва у нас внешняя, это внутренняя. Такие столбики провязываем один ряд прочной синтетической нитью. Довязываем почти до конца ряда. Хочу сказать одну важную деталь. Вязать надо очень слабо, иначе вы стянете стельку. Последний столбик рельефный довязываем. И соединяем с 3 воздушными петлями начальными. Первый ряд готов. Отрезаем эту ниточку. Она нам уже больше не будет нужна. Их прячем. Прячу я нитку с помощью иголки. Втянула нить в иголку. Прокалываем в одну сторону. Потом возвращаемся в другую, противоположную. Растягиваем. Отрезаем. И эта ниточка никогда уже больше не вылезет. Приступаем к вязанию второго ряда. Второй ряд вяжем основной нитью. Второй ряд мы будем вязать вот такими ниточками. В этих нитках в 100 граммах 300 метров. Поэтому буду вязать в 2 нитки. Прикрепили ниточку. Провязали 3 воздушные петли подъема. Теперь вяжем точно такой же вогнутый столбик.
После вогнутого столбика вяжем выпуклый. Опять вогнутый. Да, еще забыла сказать, что я поменяла крючок на более толстый. Тройка. Опять выгнутый. И опять вогнутый. А ну тут видно, выгнутый как лицевой, вогнутый как изнаночный. Выгнутый и вогнутый. Так мы вяжем до конца ряда. Вот мы подходим к концу вязания первого ряда. Довязали мы до конца ряда. Это у нас выгнутый столбик. Теперь нам надо провязать вогнутый столбик. И делаем соединительную петлю, третью воздушную петлю. Начинаем второй ряд с 3 воздушных петель. Провязываем вогнутый столбик, потом выгнутый. И провязываем еще один ряд. Вогнутый. И выгнутый. Так чередуем столбики до конца ряда. Довязываем второй ряд до конца. Это будет наш бортик. Выгнутый столбик, вогнутый, выгнутый, вогнутый. Теперь нам надо приклеить вовнутрь вот такую стельку. Разогрели пистолет. Начинаем приклеивать.
Вот мы приклеили вот такую меховую стельку. Ниточки эти спрячем. И точно так же сделаем вторую стельку. А потом будем вязать верх тапочек. Приступаем к вязанию верха тапочек. Вот я на одном тапочке провязала часть верха. Покажу вам, как это сделать. Отмечаем 7 центральных петель. Отметили по центру 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Берем ниточки. 2 основные нитки. Одну добавляем катушечную, чтобы акрил не растягивался. И начинаем вязать. В начале воздушная петля. Она соответствует столбику без накида. Теперь провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Дальше провязываем полустолбик в одну петельку и вторую. Первый полустолбик, второй. Первый ряд готов. Повернули вязание и провязываем столбик без накида, первый полустолбик или второй, если считать от нас. Теперь вяжем 7 столбиков без накида. Седьмой столбик провязали в воздушную петлю первоначальную. 2 свободные петельки провязываем 2 полустолбика опять. Это второй ряд. Теперь также поворачиваем вязание и вяжем столбик без накида, первый полустолбик, или во второй, если от нас считать. Теперь провязываем 8 столбиков без накида. В каждом ряду увеличивается на 1 столбик. Дошли до конца ряда. Теперь провязываем 2 полустолбика в свободные боковые петли. Повернули вязание. И во второй столбик от нас, если считать от правой руки, провязываем столбик без накида. Дальше провязываем столбики без накида
Тут уже не обязательно считать. Конец ряда будет видно. Вот конец ряда, тут обычно вот такой бугорок, потому что был поворот. И в конце ряда, как обычно, провязываем 2 полустолбика на боковых стенках. Поворачиваем вязание. Провязываем столбик без накида во второй полустолбик от нас. И вяжем далее столбики без накида до конца ряда. Вот видно конец ряда. Узелок тут такой небольшой. При повороте получается. Сюда последний столбик. И опять смотрим свободные петельки. И в них провязываем 2 полустолбика. Так расширяем наши тапочки до самой широкой части ступни. Ну, где-то вот сюда, до косточек. Потом будем вязать до подъема без прибавления. Провязали до самой широкой части ступни, до косточек. Теперь прибавлять нам не надо. У нас получилось здесь вот 7 таких полосок, а здесь 19 столбиков без накида. Поворачиваю вязание. Теперь провязываю столбик без накида не в полустолбик второй от нас, а в столбик предыдущего ряда. Я отметила маркером, чтобы мне было легче его найти правильно. Нитки темные. И дальше провязываем столбики без накида. Всего их должно быть 19 штук. Довязали до конца ряда. Теперь мы опять делаем 2 полустолбика, свободные боковые петли. Повернули вязание и провязываем уже не во вторую петлю, а в столбик. Затягиваем хорошо, чтобы не было дырки. И провязываем 19 столбиков без накида до конца ряда. У вас может быть другое количество столбиков. Надо мерить в зависимости от ниток, от крючка, от плотности вязания.
Довязали до конца ряда. Теперь вяжем 2 полустолбика, ну так тоже крепко, чтобы не было дырки. Следующие свободные боковые петли. Пропуская эти 2 полустолбика, вяжем столбики без накида. Вовнутрь я положила мочалочку, чтобы было более наглядно видно. Таким образом мы вяжем где-то до половины стопы, до подъема. Желательно примерить приблизительно вот так, до половины. Довязали почти до подъема. Провяжем еще 2 ряда туда и обратно. Количество петель как было 19, так и есть. Довязали до конца ряда и делаем 2 полустолбика в боковые свободные петли. Поворачиваем вязание. Эти 2 полустолбика пропускаем. Вот они. Раз, два. И вяжем столбик, который был первый. Довязала до конца последнего ряда. И теперь буду вязать столбиками без накида по кругу. Не делаю сейчас 2 полустолбика, а вяжу столбиками без накида. Так провязываю до конца следующей боковинки. У меня получилось 35 столбиков без накида. Теперь вяжем 2 полустолбика вот сюда, вяжем 2 полустолбика, заходим на эту часть тапочек. Поворачиваем вязание. Эти 2 полустолбика пропускаем и вяжем столбик без накида в первый столбик, который на боковушке. И вяжем к следующей боковушке. Должны провязать также 35 столбиков без накида. Полустолбики не считаем и не провязываем. На передней части тапочек делаем 2 полустолбика. Поворачиваем вязание, пропускаем эти 2 полустолбика, которые сделали, опускаемся на боковушку и вяжем 35 столбиков без накида до следующей стороны тапочек. Дошли до конца боковушки.
Делаем 2 полустолбика, поворачиваем вязание. Эти 2 полустолбика пропускаем, опускаемся на боковушку и опять провязываем 35 столбиков без накида. Таким образом мы провязываем столько, сколько нам надо. Желательно делать примерки. Довязали мы до конца. Тут должно быть 9 петелек, здесь 35. Отмечаем центр, нам еще пригодится. И будем работать с тапочком дальше. Это уже готовый тапочек. Может, кому-то нужны и такие тапочки. Теперь перейдем к низу. Вот тут, где вот такие протяжки видны другого цвета нитки, здесь мы обвяжем столбиками без накида их. Одна воздушная петля, еще одна воздушная петля, столбик без накида. Еще воздушная петля. И опять столбик без накида. Опять воздушная петля. И опять столбик. Воздушная петля потому провязывается, что вяжем столбик без накида через один столбик. Вот где видим вот это, там и провязываем. Вот такой бортик у нас получается. И мы обвязываем по кругу. Довязываем почти до конца. Вязать надо очень слабо, чтобы не стянулся тапочек. И уже вяжем без катушечной нити. Особенно слабо надо вязать на пятке, а то она загнется, если ее затягивать. Теперь полустолбик или глухая петля, еще называю ее. Поворачиваем вязание, провязываем одну воздушку и вяжем рачий шаг. Столбики без накида не справа налево, а наоборот слева направо, назад. Потом эту ниточку мы спрячем. Тоже не затягиваем. Низ не надо затягивать, потому что подошва поднимется. Приближаемся к концу обвязки. Вязать надо очень слабенько.
Отрезали ниточки, прячем их. И точно так же и эти ниточки прячь. Тапочки большие, 41 размера. Тапочки эти для мужчины. Берем 2 ниточки, которые мы вязали. Добавляем 1 катушечную. На пятке отмечаем центральную петлю. И вяжем так. 3 воздушные петли. И в каждый столбик без накида нижнего ряда провязываем столбик с накидом. У нас должно получиться 48 столбиков с накидом. Тридцать 7 боковушки, 9 по центру и добавлю по одному столбику по углам. Не надо вязать слабо, как вязали низ. Ниточку, вот которую я привязывала, спрятала в вязании. Так вяжем до центра пятки, где будет у нас стык. Соединили глухой петлей или полустолбиком с 3 воздушными петлями первыми. Теперь берем спицы. И набираем 48 петель на спицы. По краю тапочек. Каждый столбик с накидом, который мы провязывали, с него набираем петлю для спиц. По краю тапочек набрала 48 петель. Теперь буду вязать резинкой. Я вяжу на круговых спицах. Можно вязать на носочных, но мне как-то круговые ближе. Вязать буду резинкой 2 на 2. 2 лицевые. Две изнаночные. Вот так по кругу вяжу резинкой 2 на 2. Провязала первый ряд. Отметила первую лицевую петлю. Это для того, чтобы легче было ориентироваться. Теперь будем вязать второй ряд. Вот я беру тут, где изнаночные, тут вытягиваю, чтобы не разделять лицевые и изнаночные.
Первый ряд немного трудно вязать, а потом идет как по маслу. Вяжем столько рядов, сколько нам надо. Я провязала 20 рядов. Но мне надо провязать больше, так как я хочу, чтобы манжет заворачивался. Я провяжу еще столько же, сколько провязала. Провязали мы 40 рядов. Вот так будет загибаться наш манжет. Теперь будем закрывать петли. Дошли почти до конца. Вот эту ниточку затянем вот так. А потом иголкой спрячем. И заворачиваем наш тапочек